Звонок для учителя. Биология, 8 утра, и ко мне по приколу просто чувак подходит и вот так соски выкручивает. Серега жалеет стопудово. Вообще ни разу, в 2015 году. В каком? В 2015. В 8 году. Я в 13-м. В 13-м, мы с Кири в 13-м. Лоботрясы, двоечники, разгильдяи! Серег, ну у тебя самое свежее воспоминание, расскажи, чем запомнилась тебе Последние 2 года в Оре это вообще чуть другое было. Это было здорово. Вот по этим 2 годам, наверное, можно поностальгировать. Что тебе и поскучать. нравилось? Он между тренировками школу посещал, а не тренировки между школой. Утром 2,5, потом школа и вечером чего? тренировка. Каждый понедельник, помню, ходил на ковер к директору, потому что наша комната всегда была первая в списке хулиганов. Вот, и все, в принципе, потом сдавали ЕГЭ, и потом кто куда, все вот своясь. Кто еще попадал на ковер к директору? Все молчат. Нет. Нет, да ты потому что ботаник. Нет. У меня жена Серёга, получила ты золото медали. Это не здесь. Это я не сюда пришел золото. Дай бог, как бы тройки, чтобы были уже. Аттестат выдали и... У меня была до 8 класса был любимый предмет география. После 8 класса стал нелюбимый, потому что начал уезжать на соревнования, на игры. А география была в субботу утром. У меня в субботу утром не было, и мне единицу поставили за полугодие. Или двойку, там что-то такое. И все, и больше не люблю географию. Тематика была до какого-то класса. Там До была... 5-го. До 3-го. До 5-го, а потом Нет. алгебра Там геометрии. учительница была прикольная, которая доходчиво как-то объясняла. Все было нормально. Потом вот она ушла, и с этими ушли знания по математике дальнейшие мои. Да, так нелюбимый, наверное, химия был, потому что поначалу было все понятно, потом, из-за соревнований уезжаешь, теряешь эту нить и все. И дальше вообще тяжко. 10-11 класс любимый предмет был английский язык, потому что мы туда приходили, нам включали ютубчик. Горячая картошечка. Very hot potato. Мы смотрели, и потом мы спорили с учителем, 4 или 5 нам за урок поставить. В вашей школе был Да, ютубчик? да, и в итоге договаривались на 5 и шли на тренировку. Где ты учился? Это училище Олимпийского резерва, город Екатеринбург. Нормально, сейчас тебе прекратят там позвонят. Увольнение. Серега, тебе позвонят. Серый бы ютубчик добавил. У него и так был. Навыки, Просто назывался навыки английский. владения. Я какую-нибудь психологию бы добавил точно. Возможно, Почему? да, согласен. Почему? Потому что это очень важный аспект. О чем вы думаете? Вам лучше не знать. Может быть, они Начальных что-то бы классах особенно. проработали и Или в и дошкольном намного более осознательными образовании. вышли бы во взрослую жизнь. А так, этого точно не хватает, если этим индивидуально не заниматься. Финансовая грамотность, наверное, Точно, я бы да. тоже бы добавил. Умение обращаться с финансами и вообще вводить в курс дела, потому что что, как, почему, то есть ты же не имеешь там ни навыка, не умеешь ни зарабатывать, ничего, то есть там хотя бы банально какие-то начальные аспекты вот этих знаний все равно тебе помогут в дальнейшем, потому что когда ты условно там уйдешь от своих родителей, там, более самостоятельную жизнь, ты сам с этим сталкиваешься впервые, там, условно, твой первый там банковская карточка, первый твой кредит там, и все остальное, ты хотя бы должен понимать, что и как. Первый твой инвестиционный портфель. Ну, типа того, да. Ну, хотя бы что-то, то есть финансовая грамотность уже должна быть там какая-то. Я думала, такие люди только в книжках бывают, а тут... Дима, а ты как считаешь? С психологией я согласен полностью. Потому что, мне кажется, это поможет детям пережить какие-то стрессы, которые они в школе обязательно будут. Ну, гады, признавайтесь, кто меня столкнул отсюда. Ни для кого не секрет, что в школах и много всякого буллинга, так называемого, правильно, что это назвал или нет. Да. Вот, и... Что это? Чего? А что это такое?
Новости Чем не ты смотришь. занимался? Чем ты занимался? Нет, много разных ситуаций, конечно, и отрицательных бывает в школе. Все, что Главное, как ты их непонятно, вон переживешь, да. за школу выходим, раз на раз Вот поехали. это вот оно и было. Постоянно. Только успевали. А что, какие были Между уроками. причины? До смешного между уроками было, прям на перемене у нас получается школа вот так стоит, а тут у нас получается пятиэтажки. И получается, что там такой маленький дворик. И вот бывало частенько, что даже, ну не только там я, там с нашего класса, а вообще кто-то там по всей школе разлетается. Сейчас будет махать, все за школу там, или все задом. Все там, все бегут и там все, поехали. Там кто-то там банально там из-за девчонки, там и кто-то кого-то обидел, пацаны. Конечно, что первая любовная история, ты шо? Люблю. Не знаю, там тоже там какая-то травля была, там, знаешь, там какими-то бумажками закидают или еще что-то тоже, из себя выходишь, срываешься, пошли. То есть, там, Сколько у тебя боев было? Сколько побед. Нокаут. сколько нокаутов. Слушай, я так и не вспомню, но это, кстати, было все даже по младшим классам, там, условно, там, второй, пятый. Дальше уже как-то уже то ли мир поменялся, то ли как-то уже все стали больше разговаривать, да. Разговаривать научились. Да. Раньше нет, что не так, сразу в драку. Серег, ты выглядишь таким мега спокойным, не знаю, может, это, конечно, обманчиво, но... Я думал, какой предмет добавить, просто вот так все сказали. Да. Я Ну, думаю, ты что можно было бы Получается, добавить. драки. Кстати, это было бы, да, неплохо. Не, предмет, который помогал бы детям узнавать себя, и чтобы они там к 6-7 классу уже понимали, на кого они хотят учиться, чтобы не было такого, что там в 11-м во все институты подают заявки и куда возьмут, и потом там получается... Что-то типа профориентирования. Ну да, чтобы они знали, чего они хотят, и вот. Профориентирование. Я хочу быть цветочником. Вот что мне делать? Уроки флористики почему не добавить, а? Отличная идея. Я думаю, это можно урок драки, флористика объединить. Цветами драться будем, знаешь, как шпагами, поехали. Так вот, вопрос. Ты выглядишь внешне таким спокойным. Приходилось ли тебе драться в школе? Да, было в 5 классе, биология, 8 утра, и ко мне 8:43. по приколу просто чувак подходит и вот так соски выкручивает. И я просто бросаю все, и начинается, короче, лютый махач. Это, по-моему, была единственная драка за всю школу. Единственное, кто выиграл? Ну, я. Не помню я. Там было Ему так, соски ну вкрутила, быстро правда? все, короче, закончилось. Проиграл точно он и соски. Но я в моменте просто озверел, потому что я не ожидал. Он просто Вот правый, это левый, как правый раз пятый коронный, класс, левый, это был похоронный, одноклассник? поехали. Это был одноклассник? Да, это 5 класс, вот это как Его раз лучший друг. ходьба по кабинетам началась, и вот в 8 утра, и я такой сонный, доброе утро. Что тебе после этого там родители, ну, учителя сказали? Не знаю, кто это видел? Ну, видел весь класс, но об этом не стали никуда, ну, разносить. Ну давай, только ты и я разберемся по-мужски, давай. Дрался ли я? Да, дрался. Ну, класса до 10-го, наверное. Я помню, во 2 классе парню, однокласснику нос сломал. Во 2 классе. Я сам не помню, как это произошло. Вот так. У меня было такое правило. Меня папа научил, что перед тем, как бить, я всегда предупреждаю, что я сейчас ударю тебя. Отличное вообще правило. Отмазка всегда работает. Ну, я же предупреждал тебя на... Я не помню суть конфликта, но я ему сказал, что я его ударю. Он 0 реакции, я ему ударил. И все, я прихожу домой, мне говорят, ты там парню нос сломал. Я говорю, да не может быть, типа, это шутка какая-то. Я такой, скать. Ну, в итоге сломал. Ну, все нормально, как-то на нет все сошло. А вы как, дрались, до было. первой крови или до первых слез? Да это 2 класс, там, до чего просто, знаешь, дал вот так вот и все. И Маханул. так вышло. Ну нет, дрались. Но вот когда я пошел в 10 класс, у меня было в классе 33 человека, из них 29 девочек. Там не до драк было. Вот. Терпение. Ну, да. Терпение, сил, воли. Главное правильно уметь отмазываться. Списывать, чтобы не видели.
Серый такой, да Я ладно. ничего желать не буду. Это ужасный день 1 сентября.